Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Меня зовут Надежда, и я приветствую вас на своем канале «Мир веселых петелек». Сегодня мы с вами начнем вязать комплект для ребенка «Шапочка и шарфик». Я связала два комплекта для девочки и для мальчика. Схема вязания одинаковая. Выбор ниток по вашему желанию. Вам нужно только правильно рассчитать размер шапочки. Сейчас я вам покажу на примере, как мы будем рассчитывать. Диаметр, обхват головы ребенка 48 сантиметров. Нам нужно с вами рассчитать донышко шапки и глубину шапки. Вы берете свой обхват головы. Смотрите, 48 сантиметров мы делим на число π, 3,14. У меня приблизительно получилось 15,3. От этого числа я отнимаю 1,5 сантиметра, и у меня получилось 13,8. Это будет диаметр нашего донышка. Дальше нам с вами нужно будет рассчитать глубину шапочки. Также за основу берем обхват головы 48 сантиметров, делим на 3. У меня получилось 16. И к 16 я прибавила еще 1 сантиметр, у меня получилось 17. Но вы смотрите сами. То есть голова у ребенка у каждого идет индивидуально, потому что шапочка может одного размера подойти ребенку и на год, и на 2. Так, дальше я вам расскажу, какие нитки я использовала. Вы берете нитки, какие хотите. То есть в зависимости от времени года, если вам хочется связать шапочку более теплую, значит вы берете нитки с добавлением шерсти. Если на более теплый период, то вот ниточки, которые брала я. Мы с вами будем вязать шапочку для мальчика. Значит, я купила нитки детская лама. Сейчас мы посмотрим. Здесь длина ниток 150 сантиметров. На комплект шапочку шарфиков у меня ушло 3 мотка. Дальше для оформления глазок я взяла детскую новинку, это белого цвета, и эта же ниточка черного цвета. Еще нам понадобится для обвязки нашего зрачка. Для мальчика я взяла зеленую ниточку, это 100% хлопок. Также для пришивания обычные швейные нитки белого черного цвета и зелененькие. Вязала я крючком 1,75. Отодвинем. Так, ножницы и большая иголочка. Вот и все, что нам понадобится. Давайте начнем вязать. Делаем кольцо амигуруми, закрепляем в нем ниточку, делаем 2 воздушных петли, 1, 2, и нам нужно в это колечко сделать 12 столбиков с одним накидом. Вот эти наши воздушные петельки мы будем тоже считать за 1 столбик. То есть получается 1 столбик у нас уже есть. Еще нам осталось набрать 11 столбиков. Делаем накид и в колечко провязываем столбик с накидом. У нас уже получилось 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. 12 столбик. Все, мы сделали 12 столбиков с накидом. Теперь колечко наше затягиваем. Колечко затянули.
Дальше мы с вами будем делать соединительный столбик. То есть вот эти воздушные петельки, вот считаем первая, вторая, третья. В третью воздушную петельку мы вводим крючок и делаем соединительный столбик. Все, мы закрепили. Далее делаем 2 воздушных петли, 1, 2. В эту же петельку провязываем 1 столбик с накидом. То есть это в начале каждого ряда мы будем делать 2 воздушных петли и в эту же петельку провязывать 1 столбик с накидом. Теперь мы набрали, у нас было 12 столбиков. Сейчас мы будем в каждую петельку вязать по 2 столбика с накидом. То есть в каждую петельку будем делать прибавку. Давайте начнем. Так, вот наша первая петелька. Вяжем 1 столбик с накидом. Сюда же 2 столбик с накидом. Следующую также вяжем 1 столбик с накидом и еще 1 столбик с накидом. И так довязываете до конца ряда. Вяжите самостоятельно. Довязали мы до конца ряда. Опять мы с вами делаем соединительный столбик. Вот так вот соединительный столбик, 2 воздушных петли. И в эту же петельку вяжем столбик с 1 накидом. Следующий ряд у нас с вами будут прибавки через 1 столбик. Всю шапочку мы вяжем столбиками с накидом. Делаем накид, вяжем 1 столбик. В следующую вяжем 2 столбика. Раз, 2. Дальше опять 1 столбик с накидом. И в следующую 2 столбика. Вяжите так самостоятельно до конца ряда. Довязали мы до конца ряда. Опять у нас идет соединительный столбик, 2 воздушные петли. В этот же столбик, в эту же петельку столбик с 1 накидом. Все, вот это не забывайте в начале каждого ряда провязывать. Дальше у нас с вами пойдут прибавки через 2 столбика. Провязываем 2 столбика с накидом, 1, 2. Следующий вяжем 2 столбика, то есть делаем прибавку. Так, раз, 2. Опять провязываем 2 столбика, раз, 2. Следующую делаем прибавку. Провязываем 2 столбика. И так вяжите самостоятельно до конца ряда. Довязали мы до конца ряда, сделали соединительный столбик и 2 воздушных петли. И дальше я сейчас вам расскажу, как мы будем вязать наше донышко. Мы вяжем шапочку на обхват головы 48 сантиметров. Мы с вами посчитали, что по диаметру наше донышко должно быть приблизительно 13,8 сантиметров. Вот смотрите, что нам нужно будет. То есть берем линеечку, и нам нужно будет прибавки делать до тех пор, пока у нас диаметр не будет 13,8, 14, где-то приблизительно вот в этом районе сантиметров, потому что нитка разная, и как бы 13,8 сантиметров может не получиться. Еще дело в том, что, допустим, я вот вяжу вот такой ниточкой, вы, может быть, взяли ниточку потоньше, либо потолще. Вот смотрите, значит, мы провязали первый ряд, мы набирали 12 столбиков, дальше мы делали прибавки через 1 столбик, потом через 2 столбика, далее у нас пойдут с вами прибавочки через 3 столбика.
И дальше ряды смотрите сами. То есть через 3 столбика, через 4, через 5, через 6 столбиков делайте прибавки до тех пор, пока вы не дойдете до нужного диаметра. Все, начинаем вязать. То есть встретимся с вами, когда диаметр нашего донышка 13,8-14 сантиметров будет. Все, вяжите самостоятельно. Следующий ряд мы вяжем прибавочки через 3 столбика. Не забывайте в эту же петельку провязывать столбик с одним накидом. Вот я провязала. Все, и вяжем дальше этот ряд через 3, через 4, через 5, через 6. Сколько у вас прибавочек получится, это уже зависит от вашей ниточки. Все, вяжите самостоятельно. Связала я донышко. Получилось оно вот такое ровненькое. По диаметру у меня получилось 14 сантиметров. Я даже вот могу вам посчитать, сколько рядов у меня получилось. То есть первый ряд вот мы набирали. Считаем его 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У меня получилось 8 рядов. То есть последний ряд я вязала прибавочки через 6 столбиков. Следующий ряд мы с вами провяжем без прибавок, столбиками без накида. Так, я уже сделала соединительный столбик. Делаем 2 воздушных петли. Провязываем сюда же столбик с одним накидом. И дальше по кругу вяжите столбиками с одним накидом. Все провязывайте самостоятельно. Провязали мы ряд столбиками с накидом. Вот смотрите, наша шапочка начала потихоньку принимать форму. Дальше я вам расскажу, как мы будем вязать. По нашим расчетам глубина нашей шапочки должна быть 17 сантиметров. Вот смотрите, складываете пополам донышко наше и еще раз пополам. Вот так вот у нас получилось. Берем линеечку и прикладываем. Прикладываем в самое начало вот сюда вот. И смотрите, значит, длина нашей шапочки 17 сантиметров. Нам нужно с вами провязать столбиками с накидом 15,5 сантиметров. 1,5 сантиметра мы оставляем на обвязку нашей шапки. Так, все, линеечку убираем. И начинаем вязать. Соединительный столбик я уже сделала. 2 воздушных петли. Не забывайте в эту же петельку вязать столбик с накидом. И дальше по кругу вяжите столбиками с накидом, пока, значит, ваша глубина шапочки не будет 15,5 сантиметров. Все вяжите самостоятельно. Мы с вами встретимся, когда вы довяжете. Провязала я 13 рядов. Давайте замерим, что получилось. Я складываю свою шапочку, вы складываете свою. Вот так вот складываем и замеряем. Так, вот смотрим. У меня получилось 15,5 сантиметров. Дальше мы с вами будем вязать 2 ряда полустолбиками с накидом. Давайте я вам покажу. Вставляем крючок, делаем воздушную петлю, делаем накид, вставляем крючок и провязываем вместе 3 петельки. Опять делаем накид, 3 вместе. Все, и вот так вот вяжем 2 ряда. Когда первый ряд провяжете, не забывайте сделать соединительный столбик. Все вяжите самостоятельно. Провязали мы 2 ряда полустолбиками с накидом. Шапочку я пока уберу и расскажу вам, как мы будем вязать с вами ушки, как нам их рассчитать.
Так, вот здесь вот считайте количество петелек по кругу, которое у вас получилось. У меня получилось 96 петелек. Смотрите, это наша шапочка. У меня 96 петелек. Эти 96 петелек я делю на 5. И у меня приблизительно получается 19,2. Это число я округлила до 20. Так, вот смотрите, вот здесь вот у нас соединительный шов, где шейка будет у ребенка. Вот здесь мы намечаем ушки. И вот здесь вот у нас лобная часть. Значит, мы поделили на 20. По 20 петелек у нас пойдет на ушки. Вот сюда 20 и сюда 20. Вот эта часть тоже у нас получается 20. Нам нужно ее поделить пополам, и получится по 10 петелек. И сейчас мы рассчитаем, сколько здесь у нас петелек. Значит, у нас 96 было, 20 и 20 это получается у нас 40, и еще плюс 20 60, минус 60. И вот на эту часть у нас получается 36 петелек. Все. Давайте покажу теперь, как мы будем вязать. Значит, вот от соединительного шва мы отступаем 10 петелек. Давайте будем считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 отсчитали. Сюда я присоединю маркер. Так, дальше, значит, мы будем формировать наши ушки. Нам нужно отсчитать 20 петелек. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Так, сюда же ставим еще один маркер. Теперь с этой стороны делаем то же самое. Также отсчитываем 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ставим. Все. И здесь мы считаем 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Так, все, отсчитали. Теперь мы вот так вот складываем. Смотрите, у нас ушки должны быть на одинаковом расстоянии. Так, вот сложили. Вот смотрите, все у нас получилось. Ниточку мы не обрываем. Вставляем крючок и вяжем 10 столбиков соединительными столбиками, чтобы нам ниточка осталась, его и не видно будет, отличаться не будет сторона. Так, пошла уже не соединительными по привычке. Так. Все, провязали. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так вот у нас получилось. Так вот. Все. Сейчас мы будем вязать наши ушки. Наши ушки. Так, можно убрать его. Чтобы не мешался. Мы будем вязать полустолбиками с накидом. Значит, делаем одну воздушную петлю и провязываем 20 полустолбиков с накидом. Вяжем. 1,
2. Довязывайте самостоятельно до нашего маркера. Провязали 20 столбиков, делаем воздушную петлю, разворачиваем наше вязание и также полустолбиками до конца вот провязываем 20 полустолбиков с накидом. Все, вяжите сами. Довязали мы до конца ряда, делаем воздушную петлю и разворачиваем наше вязание. Сейчас в этом лицевом ряду мы будем делать убавки. Первую петельку мы пропускаем, во вторую петельку вставляем крючок, вставляем вот за эти передние петельки, чтобы убавка была красивая. Вставляем теперь в третью петельку и делаем убавку. Все, мы сделали убавку. Дальше мы этот ряд вяжем полустолбиками с накидом вот за эти передние петельки. Довязывайте до конца, чтобы у нас осталось 3 петельки. Здесь мы тоже будем делать убавки. Здесь вяжите самостоятельно полустолбиками с накидом. Довязала я почти до конца, осталось 3 петельки, делаем опять убавку, так же как и в начале. Провязываем одну петельку, вторую, теперь провязываем 3 вместе. Теперь мы одну петельку пропускаем и вяжем полустолбик с накидом в кромочную петлю. Так, все провязали. Делаем воздушную петлю, разворачиваемся и этот ряд провязываем без изменений полустолбиками с накидом. Все, вяжите самостоятельно. Довязали до конца, делаем воздушную петлю, поворачиваем наше вязание. И опять делаем убавку, так же как и в прошлый раз. Пропускаем первую петлю, вставляем крючок и провязываем 3 вместе. И опять же вяжем этот ряд полустолбиками с накидом, не довязывая 3 петельки до конца ряда. Так, вяжите самостоятельно до 3 петелек. Довязала я до убавок, делаем опять убавочку, так же как в начале. Провязываем одну петельку, вторую, 3 вместе. Одну пропускаем и в кромочную провязываем полустолбик с накидом. Делаем воздушную петлю и разворачиваемся. Дальше опять этот же ряд вяжем без изменений полустолбиками с накидом. Вяжите самостоятельно. Довязали до конца, делаем воздушную петлю, уже сделала, разворачиваем. И делаем опять убавки. Опять пропускаем первую петельку, следующую провязываем 1 столбик, второй и 3 вместе. Вяжем дальше полустолбиками с накидом. Также не довязывая до конца 3 петельки. Сейчас мы еще сделаем убавки. Так, давайте посчитаем. 1, 2, 3. Так, вот 3 петельки осталось. Делаем опять убавку. Так, одну провязываем, вторую, теперь вместе. Одну пропускаем петельку и в кромочную
провязываем полустолбик с накидом. Так, делаем воздушную петлю и разворачиваемся. Вот у нас, видите, уже ушко вырисовывается. Так, провязываем, наверное, это будет последний у нас ряд. Сейчас мы посмотрим. Так, сколько у нас петелек получилось? Раз. Два. Три. Четыре. 5. И в шестую кромочную петельку вяжем соединительный столбик. Так, давайте посмотрим, что получилось. Так, вот наше ушко. Смотрите. Обрезаем ниточку и закрепляем. Все, потом мы эту ниточку с вами спрячем. Одно ушко мы связали, сейчас будем вязать второе. Второе ушко вы будете вязать самостоятельно. Я сейчас вам покажу, как присоединить ниточку. И точно так же, вот у нас маркеры стоят. Присоединяем нитку. Так, мы ее закрепляем. Маркер можно убрать. Так, вот чтобы вот эта ниточка не болталась, мы ее сверху положим, закрепим. И начинаем вязать 20 рядов полустолбиками с накидом. Все, и точно так же вяжите, как и то ушко. Все, вяжите ушко самостоятельно. Связала я второе ушко. Давайте посмотрим. Сейчас мы проверим, чтобы наши ушки были одинаковые. Сложим шапочку, где у нас был соединительный шов. Все. Вот смотрите, ушки у нас получились ровные. Сейчас мы будем обвязывать нашу шапочку столбиками без накида, обычными столбиками. Подсоединяем ниточку, где у нас был с вами соединительный шов. И закрепляем нитку. Хвостик ложим сверху, чтобы его закрепить. И вяжем обычными столбиками без накида. Первые петельки будет маленько тяжеловато крючок вязать, потому что мы вязали соединительными столбиками. И вот так вот по кругу вяжите столбиками без накида. Обвязываете одно ушко, затем второе ушко. Здесь вот, когда будете обвязывать, ниточки прячьте, чтобы их не было видно. Обвязывайте самостоятельно. Обвязала я шапочку обычными столбиками без накида. Вот смотрите, уже сформировалась у нас шапочка. Ушки теперь получились красивенькие. Обрезаем нитку и закрепляем. Все, ниточку потом мы с вами спрячем. Все, основа нашей шапочки готова. Смотрите. Дальше мы будем вязать
ушки, глазки, носик. Получится у нас красота.